Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Хочу сегодня с вами немножечко поговорить о скрамблях. Это мотивы, выполненные в технике фриформ. И знаете, вот я буду пока показывать, расскажу немного о применении. То есть, если вы не хотите вот выполнять целое изделие, да, в этой технике, или у вас много остатков, но они, скажем так, да, совершенно разные. Вы просто хотите навязать различных мотивов в этой технике. Что вы делаете? Вы просто их куда-то используете. И по мере того, как я буду вот показывать, я буду рассказывать, где можно. Но опять же, человеческая фантазия настолько непредсказуема. Вы, я думаю, сами уже имея свой опыт и знания, начнете, когда выполнять эти мотивы, вы обязательно придумаете, где и как их использовать. И приступим. Ну вот смотрите, да, вот мотивчик такой. Что можно? Можно красиво, интересно украсить круглую сумочку. То есть, если эта сумочка больше, она выполнена, допустим, столбиками просто без накида, вы берете и украшаете. Будет очень хорошо, интересно смотреться. Дальше, ну вот такой маленький. Это можно украсить буквально любое изделие. Будь то ну, вот такое и вот я вот так еще. В конце концов, если даже у вас появилась, ну вот вы выполнили изделие, да, лицевой гладью или там столбиками с накидом, без накида, и где-то, ну скажем так, стратили. То есть у вас какая-то дырочка там или немножко вы увидели, что вы в узоре стратили. Но не хочется распускать все изделие, а в общем-то это и не надо делать. Я, ну вот, иногда даже не понимаю, если оно нормально сидит, ну давайте, как говорится, решим эту проблемку. Можно вышивку сделать, а можно вот в технике фриформ, да, взять вот такой, сделать небольшой мотивчик. Ну, естественно, с той пряжи, которая гармонично будет смотреться с тем изделием. И украсить, и мне кажется, еще интереснее, необычнее будет смотреться ваше изделие. Потому что, ну, скажем так, любое изделие ручной работы, оно уже смотрится необычно, оно не может быть стандартным. Как даже если вы выполняете просто лицевую гладь, вы же частичку себя туда вкладываете, правильно? Ну и вот давайте еще посмотрим вот такие. Ну, тут, смотрите, я бы кармашек украсила, да, то есть вот вывязывается кармашек, а верхняя часть кармашека берется и украшается. Вот. Ну, можно даже вот такие два кармашека необычные, асимметричные сделать, да, то есть сами карманы вы довязываете, верхнюю часть украшаете. Ну и опять же можно манжеты сделать, там воротничок. Довязываем здесь, да, и выполняем воротничок. Ну, то есть, а может и асимметричный можно сделать, и он будет великолепно смотреться. Так, с этим мы разобрались. Ну и я скажу так, давайте вот просто посмотрим и... вот еще давайте вот такой. Видите, это из этой, кстати, серии, из этой же пряжи сделано. И вот можно поиграть, да, не складывая, а именно посмотреть. Ниточки еще даже мы не успели убрать. То есть, ну, что еще можно? Можно просто украсить, нашить. Можно сделать повязку на голову, да, и вот прямо взять и на повязку нашить. И с одной стороны вместо, ну вот, ну не любят цветочки. Ну вот прекрасно у вас какая-то морская тематика, да, появилась. Ну то есть, особенно когда это теплые вещи, фриформ, мне кажется, вообще идеально подходит. Ну и вот, кстати, если ранее показывала более теплую такую пряжу ангора, там полушерсть тоненькая использовать, это полухлопок. В полухлопке тоже хорошо смотрится, великолепно носится. Немножко вы повозитесь с тем, чтобы убрать ниточки, потому что, конечно, если это шерсть, ангора, там нить, она вдоль полотна великолепно проходит и убирается. Здесь нужно будет вам несколько раз прошить. Почему? Потому что хлопок все-таки после стирки, он, ну, как это я говорю, выскакивает, да, неважно, стопроцентный хлопок это или полухлопок, и вам нужно будет вот прям хорошо прошивочку сделать. Но скажу так, носится великолепно к телу, у кого там, ну, знаете, вот, ну, не переносят люди
шерсть, полушерсть, какие-то ворсистые какие-то виды пряжи, то вот эта пряжа именно для фриформа, она великолепна, видите? То есть вот это все надо будет, ну то есть каждый цвет, естественно, вы берете и вот прям вдоль полотна несколько раз убираете и, ну и все. В фриформе, знаете, тоже я рекомендую, сделали ну, маленький мотивчик. Старайтесь убрать коротенькие нити. Длинные нити не спешите убирать, может они вам пригодятся для сшивания. Вот где-то бывает, вот, да, одно место надо взять и подшить. И, ну, чтобы уже не вводить другую нить, не подшивать. А у вас здесь раз и ниточка. И вы все просто берете по изнаночке аккуратненько, раз и прошли. Более того, если у вас нить осталась чуть-чуть больше, чем нужно, да, там, ну, вот такой хороший кусочек остался, вы можете по лицевой стороне взять и столбиками без накида, небольшой вот такой, ну, филеечкой пройти туда и туда, туда и туда. Ну, то есть тут уже вы включаете свою фантазию и, ну, я призываю к тому, что вы убираете маленькие ниточки, но если есть кусочки большие, вы не убираете, пока у вас не будет собрано целое полотно. Вот так. Импровизируем с вами, работаем. Тоже тут, видите, много разных приемов. От тунисского вязания использовалось. Тут и почтовые столбики, разновысокие столбики, и пышные столбики, и такие навязочки у нас с центра. Все эти схемки у нас с вами есть. Мы повторяем, вяжем и обязательно пробуем. Ну и теперь мы просто с вами очень близко и, ну скажем так, я покажу каждый мотив, каждый скрамбл. Все зависит от того, что вы делаете. Ну, а можете просто садиться сначала навязывать, да, потом начать как пазлы составлять, смотреть, думать. И уже тогда довязывать то, что вам не будет хватать для создания полноценного полотна. Вот такие маленькие. Они всегда пригодятся. Тем более, ну, одноцветные, видите, да? Очень удобно с остаточками работать. Я постепенно буду показывать различные такие мотивы в технике фриформ, или их еще называют скрамбли. Техника, в которой вы можете использовать буквально все, начиная от бисера, бусин, заканчивая джинсовых каких-то вставок, кожаных. Ну, то есть тут уже не стесняйтесь. Главное создать уже то полотно, которое вы видите и хотите. Вот так.